Всем привет! Продолжаем проходить God of War, первую часть. Осталось, в принципе, до конца не так уж и много, так что я думаю, сегодня мы закончим ее. Вот, ну а дальше посмотрим, как карта ляжет. Может, запустим вторую часть сразу же, а может быть, ее оставим уже на следующий стрим. Но посмотрим. Ладно, давай, поехали. Назад. Так, где же я нахожусь-то? Примерно тут. Понятно. Вы, говорит, умерли? Сразу же. Так, ну, по-моему, тут лучше повисеть, кстати сказать. Я еще меч не качал. Да. Я тут довольно-таки много, кстати, орбов собрал. 2800 осталось. Так, я успел. Я не знаю, куда идти. Пойдем на шар. Ай! Зачем залез? Ну, наверное, вечно-то висит тоже не может. Он, наверное, упадет. Так, блин. А все равно надо задевать, даже если ты висишь? Ну, окей. Так, ждем. Блин, ненавижу тут по перекладинам ходить. Да, но все равно задевает, даже если ты висишь. Че, да нет, смысл вот этого режима. Так, ждем. Хоть бы дали посмотреть, куда идти. Ай-яй, я не успеваю. Ай, быстрее. Она. Вот забава в самом начале 50 раз сдохнуть вообще. Так, но мне явно не прямо. Насколько я заметил по камере, быстрее, Кратос. А куда мне тогда? Блин, ну чуть-чуть не успел. Там или... Блин, там весы вроде какие-то по прямой. Так, а давай сюда сходим. Че, какая-то площадка. Да, слушай, мне сюда и надо было. Блин, ну ничего же не показывают. Информация просто нулевая, куда тебе идти. Перо, ну окей. Держись, лысый. Сейчас все будет. Ну ладно, хоть не насмерть сразу же. Так, теперь вторая крутилка. Че, почему упал? Блять, опять все заново. Он не держится. Либо он сам не держится, либо его убивает. Я так и не понял. Но факт в том, что это все надо пройти с первого раза. Ни разу не упал. Быстрее. На. Блять, ребята. Давай быстрее. Так. Блин, ну это перо надо брать. Нужно.
Да, я понял. Так вот, куда потом-то куда, интересно? Так, ждем. Еще вот тут ждем. Все, полетели. Я не успею. Назад. Да ёпа мать. Серьезно, он еще не в ту сторону же крутится. Вот куда? Быстрее! Это какое-то западло вообще. Да нет, не выйти. Да, главное в торопях еще этот режим бы не переключить на легкий. Такое уже бывало в играх. Ну, быстрей. Да чуть-чуть, ну серьезно, ну что тут за урод-то, я не понимаю. Первую половину... Блять. Я жду это перо, короче, я брать не могу. Бля, может это перепрыгнуть можно, не? Он вообще прыгать может на этих жердочках? Наверное, нет. За 10 минут уже раз 30, наверное, сдох, я не знаю. Может, какое-то есть, блин, меньшее сопротивление, я не знаю. Что тут у нас? Что это такое? Тупик просто, да? Здесь заденет? Да, заденет. Перепрыгнуть их нельзя. Блять. Основная проблема тут это камера, вот я точно могу сказать. И корявый Кратос. На этих жердочках он не держится вообще. Блять, а. Чё за жопа вообще в самом начале? Да быстрее, ну. Бля, может тебе не туда вообще? Давай попробуем пройти вот по прямой на... Вот отсюда налево сразу. Сейчас я только раз 50 еще сдохну где-нибудь тут. Быстрее, ну.
эти крутилки, какие-то секунды ты вообще не успеваешь просто. По спидрану это надо делать. Да, блядь. И причем не видно же, куда идти. Это бесит. Жутко. Вот что, куда идти? Вот в какую сторону? Мне же не показывает ничего. Ну, быстрее. Блядь, он показывает, берется. Да, все, покойник. Это делать надо безошибочно вообще. С четким прожатием направления и на скорость еще. Да, почему не зацепился, ну? Бля, вот я не знаю, там тупик или нет. Да, там тоже тупик. И больше никак туда не пробраться. Ну, в смысле, второго пути нету, значит. Значит, только так идти. Что за говно? Мне задолбалось уже умирать. Так, и тут тупик. Ну да. Это надо пройти отсюда. Чик и направо сразу успеть. Других ходов не будет. Хотя ни хрена мне не направо. У меня дальше еще. А как тогда там перепрыгнуть, я не понимаю. Ну держись ты, урод, блять. Заебали, ну честно, а. Сука, ну кто это придумал, а? По жердочкам, блядь, бегать этим. Он не держится, просто он падает. Но... Блин, а тут-то в какой момент бежать? Ну ты просто ее не видишь, эту крутилку, вот и все. В этом проблема большая.
Да держись ты, ну, он, блядь, просто скатывается. Бля, можно перепрыгнуть, походу, их. То есть, если мы вот эту обходим... Да, блядь. Сдохнул просто 50 на одном месте. Вот эту, по-моему, можно перепрыгнуть. Да-да-да. Бля, ну чё ты не зацепился-то? Ты просто подпрыгиваешь, не прожимая ничего. И он все равно падает. Короче, тут чисто на повезло надо пройти. Я не знаю. У меня не получается. Это печально. Да. Подох. Тут надо в четкий тайминг попасть. А вот здесь надо дважды подпрыгнуть. Очень четко и очень коряво. Блядь, ну почему? Почему он не поп... Ты подпрыгиваешь третий раз, когда это надо сделать. Но вот если ты не попал случайно направлением в полете, то ты покойник. Одна из самых уебанских, наверное, частей игры. Частей, блять, ну, быстрее. Он очень долго поднимается. Блять, ну, да, тут четкая чисто в полете. Пока он падает, надо четко выбрать направление, потому что чуть ты двинул стиком, он не зацепился и он подох, все. Других у тебя шансов нет. Если он цепляется руками, ты не успеваешь так быстро прожать кнопки, чтобы он еще успела эта анимация подъема сыграть. Да держись! Я столько раз прыгнул удачно, и все равно я не попал. Бля. Короче, игра взбесила с самого начала. Держись, урод. Ну, быстрее. Очень коряво все это сделано. Ну, держись быстрее. Блять. В этой игре в целом сделано очень отвратительно. Просто элементы платформинга. Ты страдаешь просто из-за камеры,
из-за корявости управления, потому что она, ну, она отзывчивая, но, блин, она вот в этих элементах оно идиотское просто. Некоторые вещи тут надо, когда начинается платформинг вот этот, некоторые вещи надо очень четко выполнять, очень быстро и точно. Чего у меня, блядь, не получается, ни хера. На одном месте приходится дохнуть 1000 раз. Блять, а. Да чего мудацкая хуйня, а? В принципе, управляя на крестовине, это можно было бы пройти, потому что ты точно нажимаешь на крестовине определенные направления. Но стиком просто в миллиметр ты поворачиваешь не в ту сторону, все, он покойник. Блядь, ну... Да падайте уже. Не жилец. Они специально, наверное, делают местами игру сложнее, чтобы просто ты ее не прошел за 2 часа. Потому что особо-то контентом игра не блещет. Уровней немного. Мобов, боссов. Кстати, боссов нет. Блять. Все, падай. Я просто 24 минуты уже, полчаса. Практически полчаса я умираю каждую, блядь, минуту. Да, раз 30 я уже сдохну. Быстрее! 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 Блять, урод, ну там просто какие-то миллиметры, я не знаю, ну там чуть-чуть осталось. Чуть-чуть просто. Я бы обошел это все дело. Ну чё за гнида-то, а? О, держись. Все, я прошел. Я что, не туда пошел? О, слава богу. Это, по-моему, одна из самых отстойных мест в игре. Бля, я еще не сюда пошел, серьезно. Удастская камера. А куда идти тогда? Куда идти просто, я не понимаю. Так, чекпоинт, ну и чего? Чего они от меня хотят, я не понял. А, надо вот туда запрыгнуть. На этот, какого, без пилы, короче, да, вот этот участок.
Спасибо за чекпоинт. Да. Чё? Ну вот эти две штуки я не взял, пошли они уже по нет, я не знаю. С этой корявщиной бороться я не хочу. Мне, скорее всего, по веревке, да, надо съехать. Куда я иду? А? Ладно. Главное не упасть. То, что он там срывается, ты еще раз, ничего страшного. Вот стик вообще не трогаешь. Но его же просто в разные стороны, вот так вот. Короче, это была, по-моему, самая отвратительная часть игры. Одна из отвратительных. Тут таких моментов много. Которые просто очень коряво сделаны. Ну, надо думать. 7-й год. Что это такое? Я не знаю, куда мне. Давай сюда подойти. А, ну точно, я же там эти ворота. Я же в ворота стрелял. А они не открывались, потому что там цепь какая-то. Мешалась цепь. Точно, я вспомнил. Ты тут часто занимаешься однообразными вещами и уже забываешь, где ты там что делал. Насколько это было важно. Давай посмотрим, что там наверху. Мне, скорее всего, сюда идти. Нет? Кольца Пандор. И чё? Ладно. Я сохранюсь, чтобы, не дай бог, просто если что-то случится, чтобы не проходить этот мудацкий момент. Да, это жесть какая-то. Ну, тут какая-то злая бабайка, это явно. У него надо шмальнуть. Да, я же вроде стрелял. Да, наверх надо подниматься. Лесенка. Вот, а тут ты стреляешь. Вот этим. Ну, давай еще раз, просто для закрепления результата. Но я не знаю. Не. Я цепь натянул, только натянул. А что с ним делать, пока непонятно. Давай ближе подойдем, смотрим. А, катсцену надо было посмотреть, ну замечательно. Ля какой. Бизон. Это босс, да, такой? По нему также надо долбить просто с пушки. Эй. Да, походу так. Ага, и он прячется.
что делать надо? Угу. Он не дает это сделать. Так. Короче, надо его оглушить. Его надо оглушить, пока он тут стоит. Угу. Так он прячется, а так он тебя лупит. Позволь гневу богов вселиться в твои клинки, Кратос. Не ори, ща позволим. Рановато. Какой-то у него свисток повредил один. Я думаю, маловато, да? Надо больше боли. Ай-яй-яй. Давай. И дергаем. Блин, я не знаю, по таймингу, по-моему, он должен попасть нормально по нему. Да, нам надо, чтобы все, короче, да, тут свистели у него штучки. Давай магией. Да, жизни все меньше. Давай, иди сюда. Эх, ни один удар не пришелся. Ну, в принципе, что, я сохранился. Я уже на начало боя много пропустил, потому что не знал, что делать. Ожидаем. Ожидаемо. Давай рестарт, чекпоинт. В принципе, нет, я в кураж, наверное, входить не буду, потому что... Так он задевает. Потому что вот когда он, вот эта вот анимация проигрывается, у тебя же будет уходить урон. Ну, точнее, шкала накопленная. Рано. Сейчас мы его вторую свистелку открутим. Да, вполне можно по руке лупить и уходить направо. Да ладно, ты не везди. Тихо. Эх, чуть-чуть. У него магия, да, выпала. Может попробовать его магией захреначить. А жизни с него не выпадают случайно? Мне интересно, почему рогата вот как светятся с зеленым. Ой, жизнь не прилетела, да? Не то. Вот типа того. О, отхилились чуть-чуть. Стоять. Быстрее. Быстрее. Да ладно. А сколько у меня тогда времени?
Там что-то еще на добивание дается. Блин, он внизу гораздо опасен. Поверни левый стик так, чтобы навести на подсказки. Одно вращение на подсказку. Так, левый стик. Не получилось. Блин, ну там какие-то секунды, я скажу. Какие-то секунды последняя штука показывается. Так, внимательно. И очень быстро. Не в ту сторону. Сразу не упал, не попал. Надо было ждать эту атаку. Два. Три, блин, ну нахрена они путают-то? Сука, рандомные сволочи. Хоть отхиливают, спасибо на то. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И чё? А теперь надо в него зашвырнуть этим, как его, да? Пока он в окурках, быстрее. И это надо сделать 4 раза, да? А нет, 2, слушай. Походу 2. Надеюсь, что 2. Это было больно. Давай, отхиливай меня, мужик. О, ну давай так. Жалко, что это нельзя выключить вовремя. А еще там удится. А что это? Я думаю, что это мне халявные хилы прилетели? Фига. Да, держаться правой стороны самое удобное, по-моему. Не на магии еще хватит? Да, разок тряхнуть треба. Оп. Сколько там, блин, ну его еще много долбить. Блин, а я не успею, да? Теперь только там надо его рубить.
Так. Теперь внимательно прожимаем эти крутилки. Стики. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Ай, быстрее. Я не знаю, тут время ограничено или нет. Наверное, долго он в окурках-то тоже стоять у тебя не будет. Сколько раз надо его замочить? Надеюсь, на 3. Он какой-то неубиваемый. Так, давай прям с краешки по чуть-чуть держаться. Прям по одному удару. И откат. Раз, два, три, 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 откат. Меня уже не отхиливают, кстати. Если я сейчас сдохну, будет все заново. Поэтому внимательней. Тихо. Главное, чтобы тебя за руку туда не забрасывали. Короче, не торопясь, потихонечку снимаем у него. Я думаю, трижды надо будет его так. Последний вроде как удар. Может, 2. Главное не тусоваться у него между рук. Возможно, это даже еще не все. Да, блин, что я с самого начала тут не стоял? Ну, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Он, кстати, почти все. Давай, иди сюда. Он прям хилами брызжет. А теперь у него основное, да, здоровье началось. Замечательно. Ну так же по чуть-чуть я лучше буду снимать. Уж больно активно он атакует. Да, блин, еще. 10 лет ты у него броню сбиваешь. Тихо, ну не жадничай. Сейчас еще сдохнуть в самом конце не хватало.
Это что-то только можно надеяться на чекпоинт. Прям кончиками мечей его достаю. Этого достаточно. Ай-яй-яй. Долго, нудно, а что делать? Если были бы жизни немного, тогда можно было бы лупить его прям. Ай-яй-яй. Но я все равно попадаю по чуть-чуть. Но когда ты уже жизни у него снимаешь, тебе от хилов не дают. А то не с брони жизни вылетали. А так все, до свидули. Ай-яй-яй. Попадаю по чуть-чуть. Но, в принципе, если мне хватит вдруг это спартанскую истерию наколотить, то я ее обязательно использую. Не жадничаем. Будет обидно все переигрывать просто из-за одной ошибки. Вот такой вот. Примерно на споров на жизнь. Позволь гневу богов вселиться в твои клинки, Кратос. Нормально. Без богов обойдемся, походу. Все, да, он в шоке стоит уже. Быка за рога ачивку дали. Ух. Главное этого босса бить аккуратненько. Чуть-чуть снимаю в одном углу. Слушай, ну теперь можно прямо, наверное, качнуться, да? Ну, чуть-чуть не хватит. 1500 где-то, да? Ну, 1800 не хватило. Не знаю, сколько до конца, но может быть до 4-го левела мне хватит прокачать оружие. Куда бежим-то? Ага. Сохранить игру, естественно. Ого. Так, подожди. Сначала мы открываем ящик, потом все остальное. То начнутся ваши катсценочки и так далее. Все, берем.
Мой второй сын, последний, отправился за братом в рай. В душе я понимаю, что должен продолжить дело богов. Но они требуют слишком много, и у меня появились сомнения. Патос Верде Стритен. И что, мы почитать сюда пришли? Нет. На себя. Я уже забыл, что он ищет в основном сюжете. Кстати, вторую могилу вот так вот я уже открываю. Ну, отрывайся. Как грибок просто. Ты получил голову сына архитектора. Это уже еще одна. Я же вроде уже брал. Все, теперь назад идем. Только не говорите, что мне надо будет обратно через крутилки эти проходить. Я очень надеюсь на короткий путь. Ну, только не крутилки. Так, а цена показывает нам что? Это еще одна магия, как раз, да, недостающая, последняя. Ген. О. Лорд Аид. Твои успехи впечатляют, Кратос. Но твоих навыков недостаточно, чтобы достичь твоей цели. Я предлагаю тебе души Аида. Души мертвых, готовых сражаться на твоей стороне. Возьми это оружие, Кратос. Возьми эту силу и используй, чтобы уничтожить своих врагов. Ты получил армию Аида. Вербовка душ. Нажми клавишу стрелку вверх, чтобы выбрать армию Аида, затем L2 для призыва. Давай попробуем. Что это за покемон? Так, стрелка вверх, L2. Прикольная магия. Жаль, действует не очень долго. А так вообще с копыт. Давай еще. Еще хочу. Много занимает, кстати, у нас на манны берет. Много забирает манны. Ну так вроде неплохо. Оригинальненько и со вкусом, как говорится. Иди вперед с богами, Кратос. Иди вперед во имя Олимпа. Иди, говорит, вперед с богами Кратос во имя Олимпа. Хорошо, давай сходим. Ну, опять камера у нас волшебная просто. Как нырять? Я уже забыл, как нырять. Ага. Так, мы отсюда приплыли, получается. Я сейчас возвращаюсь. Что-то припоминаю, мне сейчас, по-моему, направо надо. Вот сюда надо башку, по-моему, андолить, да? Окей. Аккуратненько. Оп. Подходит. Значит, надо... Либо там, где круг у нас. Ну, там что-то смыкается, какие-то штуки.
По-моему, надо в главный зал вернуться. Главный зал у нас получается где-то тут. А? Не тут. Хорошо, ищем. Скорее всего, надо рычаг еще покрутить. Да, я по кругу оббегаю. Да, если ты просто в эту игру там, ну, отложил игру и не играешь в ней неделю, допустим. 2 недели. Ты же можешь забыть вообще, как тут что. Это, наверное, твои проблемы, да? Просто. Так, вот, по-моему, здесь главный зал. О, армия целая, бежит. Здорово, бам. Ну, значит, верно иду. Да. Не хватит, наверное, да, опять? Теперь ровно 1528 надо. Так, сохраняемся. Сохраняться надо при любой возможности, как только тебе дают. Вот они мне с этим лучом все голову делают. Значит, обратно туда, в бассейн, надо возвращаться. Ай, блин, я не знаю, тут поплавать там надо или что? Что-то как-то я не догоняю. Отвлекаешь от такого геймдизайна. Честно, давай сейчас попробуем в воду залезть. А, проход уже был там. А наверху у нас что тут? Угу. Но мне же не наверх, правильно? Не, я думаю, плавать надо. Может быть, голову менять местами. Где это? Стенка со ступеньками. Неужели? Короче, два варианта. Либо башку надо куда-то вставить, что в воду это спустить. Нельзя пользоваться. Хорошо.
вот прям все на то указывает. Ну, что он не хочет вставлять? Надо было все равно, даже если у тебя не прожимается, ну, не показывается то, что тебе надо R2, все равно надо нажать R2. Ой, блять, уроды, а. Крути свое говно. Всегда, когда есть кнопка действий, ты прожимаешь R2. Ну тут почему-то в этот раз решили так не делать. Стой. Вот, кнопка действий, R2. Мне надо круги сопоставить, да? Чтобы этот луч прошел сквозь три двери. Я не знаю, сейчас я на внешнем, а я на внутреннем. Так, проход. Раз. Значит, мы крутим вот этот круг. Пока не увидим, по идее, сквозное, да? Подожди, а на этом круге крутилки-то вроде нет. Значит, надо внешний круг крутить. Самый первый. Внутренний, точнее. Да. Давай еще крутить. О, подожди, а почему картинка изменилась только что? Ну, видимо, глюк игры просто. А то там картинка изменилась, как будто там статуя какая-то стояла и все не так. Не, я еще раз сохранюсь. Чтобы не бегать. Это займет там 2-3 секунды, но... Все, наконец. Это уже несколько часов, по-моему, ну, игрового времени занимаешься тем, то, что этим лучом пытаешься посветить. Ну и чё? Что не так? Раз, два и три. Подожди, а где этот череп тогда? Четвертую надо крутить еще. Ну точно. 3 я соединил, последний не хватает.
Все? Да, наконец-то. Я что про четвертую вообще крутилку забыл. Ладно, тут я уже сохраняться не буду. Короче, разрабы развлекают как могут. Да все. Кратос все сломал. Да, я помню того чувака. Но я уже, кстати, напрочь забыл, о чем сюжет. Угу. Все там, все спрятались. Это чтоб ты лишний раз уже больше не дергал. Типа, чувак, все, хватит. Пойдем по направлению луча? Я не знаю. Твои успехи впечатляют, Кратос, но помни, когда ты поднимешься на верхний уровень храма, ты не сможешь вернуться обратно. Ты, говорит, помни, когда ты поднимешься на верхний уровень храма, ты не можешь вернуться обратно. Это мне тонко намекает, что типа финальная часть игры сделать типа все дела. Начал подниматься наверх, он понял, что этот храм... Они имели в виду, типа, сделай все дела, а потом можешь, короче, так она линейная, что за хрень. Ладно, пускай. Для храма ящика Пандоры был создан не просто для врагов богов Олимпа каким-то безумным архитектором. Хоть и не прошел нижние уровни храма Пандоры, Кратос был уверен, что наверху его ждут более сложные испытания. Да были уже сложные испытания, может, хорош? Особенно по этим жердочкам бегать, вообще удовольствие. Так. Мы на ладонях мужика. Новые мобы, кстати. Давай, иди сюда. Эти, наверное, вообще, да, лютые демоны. Главное, не дали взять отхил. Угу. С палками. Они чем-то Найтинга какого-то напоминают. Иди сюда. Но у них дырок, кстати, много. Если попадется несколько таких, будет больно. Козел отпущения, ачивочку дали. Кто козел? Я козел? Отпущение козел? Давай, браво.
Ну, такое себе мобы. Что-то они какие-то, не знаю, не 5, не 6. Это тоже, да, не разбить. Ладно, дальше. Бабка какая-то кушает. Кратос служил богам достаточно долго, чтобы знать, что гарпии были посланы как предупреждение, напоминание о его прежнем повелителе, чье решение стоило Кратосу всего. Это было давно. Он почти умер от руки варвара. Он продал все, чтобы спасти себя. Арес! Небо всполошилось, и бог войны ступил на землю. Ну, еще раз напоминаю, то, что Кратос продал душу Ареса. Он видел бога в простом смертном. Арес смог спасти Кратоса. Он мог превратить его в великого воина, его слугу на земле. Только требовался залог верности. Моя жизнь твоя, Арес. С этого дня я буду делать, что ты пожелаешь. И его жизнь была спасена. Как обещано, Арес спас своего нового ученика, показывая силу Бога, уничтожая тех, кто убивал Кратоса и его людей. У Ареса как раз вот эти вот намотанные цепи, как у Кратоса в будущем. Что касается Кратоса, ни один меч или щит не подобает слуге бога войны. Симпатичные лысые телки. Выкованные в самых грязных глубинах царства Аида, однажды прикоснувшись, цепи так и оставались прижженными к плоти, как напоминание о клятве Кратоса. В свою очередь, они дают бесконечную силу. Ярость Ареса взорвалась в нем. Но скоро он узнает истинную цену такой власти. Слишком высокую, даже для Кратоса, чтобы заплатить. Несчастное животное! Я знаю, кому ты служишь. Возвращайся к своему повелителю. Скажи богу войны, что я не принадлежу ему больше. Скажи ему, что пока я жив, он не будет в безопасности. Я найду ящик Пандоры, и я использую его, чтобы увидеть, как он будет дрожать от страха и падет передо мной. Ну, то есть нам показали, откуда у Кратоса все-таки эти клинки. Как он их получил и так далее. Давай, манну берем. Читаем книжонку. Пещера. Перед вами скалы безумия. Боюсь, я создал лабиринт, в котором нет выхода. Если это так, пусть. Жестокие боги укажут тебе путь. Патос Вертес III, верный слуга богов. Ясно. Давай, наверное, тут сохранимся. Перекур. Что-то я не знаю, но тянут, конечно, игру. Прям до последнего, по-моему. Хотя, наверное, так и должно быть. О, какой секреточка у нас. Борзая. Мне аж хватит, да, на прокачку? Да. О, копье фурии. Написано дважды копье фурии. И дважды написана одна и та же комбинация. Мощь Геркулеса. Квадрат, ты удерживаешь квадрат. Умение благословения Афины. Бесконечная магия. Как активная ярость богов. Бесконечная магия, пока активна ярость богов. То есть, короче, ты включаешь ярость богов, и ты еще можешь магией сверху, что ли, лупить. Так она все равно у тебя будет кончаться пока.
Пока у тебя ярость богов. Если можно было бы ярость богов качать, было бы, конечно, забавно. Все, максимально. Даже еще на что-то хватит. Давай его. Где? Все-таки вот эта штука мне больше нравится. Остальные как бы неплохие, но на площадь удары куда эффективнее. О, Посейдон зол. Это третий этап. Тут, конечно, тройка, это буква и так далее. Ладно. Трудности перевода. Новые умения. Больший ущерб, больше сил. Нет Посейдона. L2. Резко нажмите круг. Зачем это, не знаю. Так, настолько прокачки, давай все-таки сохраним тогда, еще раз перезапишем, пойдем перекурим и будем следующий уровень проходить. Потому что надолго. Я не знаю, мне кажется, я сегодня тоже не успею, потом посмотрим как. Ладно, давай, сейчас подойду. Поехали. Скала безумия. Блин, зачем я эту магию использовал? Я им очень круто размалял. Так, давай мечку возьмем.
Я уже забыл там, какие комбинации надо прожимать. Великие. Тихо, мужики, не стреляйте. Я не залез еще. Я даже не знаю, что дальше качать. Меч Артемиды. Не знаю, я им не пользуюсь в основном. Стой. Еще повылезали. Это, наверное, сделано для того, чтобы, если ты быстро вдруг решил залезть, чтобы они тебя еще сзади постреливали. Ну, что ты куда-то уперся? Ползем с подгрузочками. Наверное, в этих местах игра подгружается. Поэтому сделали такие механики. Якобы плавный переход. Ну слушай, мотает он потихоньку. Иди сюда. Так, дальше пошли. Только недавно сохранение было. Подожди, давай смотрим, что тут есть. Кстати, там кто-то ко мне ползет, по-моему. Давай сохранимся. Коль разрешают, давай. Повыше. Да, почему бы нет? Давай отхил. Ну неплохо то, что хотя бы тебя отхиливает между комнатами. О, гик сюда. Молодые люди. Мне кажется, или клинки хаоса посильнее стали лупить. Эх, не туда. Бам. По-моему, еще кто-то вылезал. Нет? Ну ладно. Постоянно звуки, вот как будто где-то мобы тусуются. Но вроде ничего не пропускал. Тут ничего разбить не надо? Ну нет, так нет. Давай, наверное, гнев Посейдона до конца докачать. Эх ты. Они крутятся вокруг тебя. И этому заодно. Ну потом, наверное, вот самых сложных мобов дадут в конце побольше побить, чтобы вообще потом они не кончались практически. Так, подожди, я еще вот там вот не досмотрел. Вот
тут вот. Да, ничего нету. Да, давай. Сколько? 1005, да, по-моему, надо влить. Ну, может, до конца игры я их докачаю. Так, ну, мужики, ну, стойте. Так, подожди. Где вот эта вот магия? Бам-бам-бам. Вот эта штука лупит быстро. Все. И теперь катимся. Надеюсь, орбы красные не исчезнут. Надо успеть, короче. Ну да, все. Орбы исчезли. Я не долетел. Надо еще больше, да, выкручивать. Ау. Блин, далековато. Так, давай на втором выходить не будем. Чтобы как-то по очереди их лупить. Но когда их двое, что-то они бывает навешивают. Почему мои удары не проходят? А его запросто. Так, вот эту штуку сразу я ставлю. Все, он подох. Блин, ну я не знаю, давай до конца прям выкручивать. Хер знает, хватит мне. Ну, блин, да чуть-чуть он не долетел, но что за хрень? Да, чекпоинт тут тема, конечно. Не, давай-ка мы с тобой вот тут побьемся. Отстойные мобы, мне они уже не нравятся. Надо точнее просто прыгнуть, а крутить надо. А все, он дальше не крутит. О, получилось. Неужели?
Ну, эти уроды. Интересно, если я тут сдохну, то мне придется обратно, да, эти штуки крутить. Ну, давайте. Как он сквозь них может меня убить, я не понимаю. О, отлично вообще. А у меня просто скинул, блядь. Вот падла. Откуда начнем? Ну, в прошлый раз он также меня и скинул. Не сюда. Я не знаю, я может что-то не понимаю. Вот как? От него нормально защититься или уходить? Он просто пробивает тебя через защиту, через все остальное. Что это за блок такой, который ничего не блочит? Ай, круто. Не, нахрен, я сейчас в коридор туда уйду. До самого упора. Я не хочу это еще раз переигрывать. Ну, конечно. Давай, иди сюда. Бля, и там кто-то стреляет еще. Он еще жив. 3 моба у меня заняли почти большую часть жизни. Вот это как вообще? Вот как-то сегодня не очень получается. Эти штуки не разбить. Так, давай отхилимся. Забыл, эти, которые по земле бьют, или так просто? По-моему, так просто, да. Которые по земле бьют и станет тебя, это с молотками. Этих надо
Да, серьезно? Ну как? Ну, хватает его, наконец. Надо мегапалец иметь. Готов. Ай, куда? По-моему, первым ударом, когда он тебя отбрасывает, он тебя не задевает. Но потом, если ты нарвался на удар, ну, почему не берет? Я не знаю, может быть, это особенности камеры просто. Все, отхилились. Да? А. Мне надо что-то с этим механизмом сделать. Так, давай тогда спустимся сначала вниз по лестнице. Че упал? Почему? Куда? Что произошло? Так, -1. А он отсюда меня не достает. Я что-то не совсем понимаю. По идее, тот механизм должен был не сработать. Я должен все равно, да, сюда был пойти. Что-то я по чуть-чуть их все равно задеваю, конечно. Так безопаснее. Так, где еще один? Ну, куда-то удрал. Так, подожди. Мы сначала этого товарища добьем. Наркоз С2. Круто так играете. Здорово, наркоз. И Саня, здорово. Наркоз, как играется? Да что-то тяжеловато. Александр Комендант. Здорово, Марбут. Как ваше ничего? Здорово, Саня. Нормально. Как твое? Как работа? Я понимаю, тебе завтра снова, да, на нее надо? Наркоз, по поводу как играется. Что-то как-то я не знаю. Сегодня я просто вот в начале стрима полчаса умирал каждую минуту. Это какая-то была жопа. Меня что-то дело взбесило, и сейчас что-то я не могу вклиниться. Я не знаю, может быть, я еще после ночной смены не проснулся нормально. Я поспал всего 3 часа. Это статуя Геры. Похоже, у нее было ожерелье. Это статуя Афродиты, похоже, у нее было ожерелье. Короче, надо, походу, этим статуям бусинки какие-то напялить, да? Да, к сожалению. Печалька. Я думал, пивка сегодня что ли бахнуть. Блять, он взял, перепрыгнул. Вот урод, а. И че, откуда начнем? Лысый, блять, вы меня сейчас доведете. О, ебать. Ну, надо думать, конец игры близок к тому, по крайней мере. Сейчас начнутся чекпоинты раз в полчаса просто. Немного можно? Ну, давай, после стрима я тебя звякну. Александр Комендант. Немного. Я, короче, себе заказал карту захвата. Пиханул сегодня и заказал карту захвата. Так что можно будет и в Гирзу полобать. Во все части. И какой, и в God of War. Потому что God of War
God of War 3 часть не очень... Ну, как она эмулируется, как бы... Меня больше эмуляция интересует этого, Gears of War 3. Это раз. Потом же надо еще Bloodborne запилить на канал, да? Подстрадать, так сказать. Плойка 4 есть. Я как раз у нас успел, умудрился купить Bloodborne в последнем его проявлении, перед тем, как у нас отключили все возможности покупки игр. Я вот только думаю, Dark Souls 2 сначала пройти, а потом Bloodborne. И сначала Bloodborne. Не знаю. Короче, я подумал. Но Gears и God of War будут все части. Наркоз, мне 30... А сколько мне? 34, да? 88-го года рождения. 34 вроде было. Я хуй знает, после 30, по-моему. Даже, наверное, после 27 уже забываешь считать, сколько тебе лет. А тебе сколько, наркоз? Так, ладно, эти штуки я типа прочитал. Насчет ожерелья, я думаю, тут не важно. Давай, этих псин лупить. О. Они вот чем тут опасны, то что в тебя лучники стреляют. А эти вот, один урод улетел просто. Вот второго бы так снести. Тебя лучники стреляют, а ты пытаешься этого замудохать. Я в школе еще, мне 15. А, ну это получается что, 15, это 9 класс получается. Получается у тебя экзамены, да? Наверное, уже закончились. Тихо. Блин, а где эти? А, блядь, 4 еще. Я помню, что когда в 9 классе я был, мне было 15, и мы сдавали экзамен. Волновался, что жуть вообще. Я сдавал этот, как он, ну кроме русского и математики, я сдавал этот, ну стандартный был экзамен по математике и русский с литературой. Я уже не помню, что мы там делали, по-моему, изложение надо было написать. Да, по-моему, изложение. Наркоз 102. Нет, я сейчас с 8 перехожу в 9. С 8 в 9. А у тебя что, был 4 класс, что ли? Мы просто с 3 в 5 сразу перепрыгивали. Хотя тут, наверное, еще зависит от того, во сколько лет в школу пошел. Да, наверное, так. Но мы перепрыгивали с 3 в 5, это раз. В школу я пошел, по-моему, с 7 лет. Поэтому я 9 класс в 15 заканчивал. Ну, короче, вот. А, 4 тоже был. Угу. Ну, видимо, по-другому, может быть. Я, кстати, вот не знаю. Как это, от чего зависит. Какие-то классы. У нас один класс почему-то всего в школе учился в 4. 4 у них был. Все остальные классы, они перепрыгивали. То есть, допустим, вот у нас был АБВ класс. Вот, мы перепрыгивали все вот эти вот АБВ буквы, они перепрыгивали с 3 в 5. Но другие ребята, которые на год младше нас, они учились в 4 классе. Я тогда вообще не понимаю, как это работает. Причем в других школах, по-моему, у нас сколько школ? 4 или 5 школ в городе тогда было. Вот. И тоже не все классы учились в 4 классе. Учились там как-то, по-моему, в этом, как его... Ну, с 3 в 5 перепрыгивали, но далеко не все в 4 классе учились. Ну, у тебя тогда, если ты в 9 переходишь, у тебя еще все впереди. Там у вас также, да, нужно типа решать на выбор. Ну, 2 экзамена обязательных в 9. Ну, у нас так было.
2 обязательных экзамена в 9 классе, типа русский, математика. Вот, математика это обычная, ну, типа алгебра, геометрия. Вот, а русский с математикой. Вот тут, блядь, русский с литературой. Ты пишешь изложение, тебе учитывает изложение, как зачитывается, сколько ты текста воспроизвел, это как литература считается. А грамотность написания, ну то есть орфография, пунктуация и так далее, это уже чисто русские тебе оценки, две идет оценки, и потом они как-то суммируют, высчитывают, скажем так, среднеарифметическое. Ну, я русский на 3 сдал, математику тоже на 3 сдал, я точно помню. У меня 9 класс я закончил с 5 тройками. Сдобу тягу я потом без троек закончил. Колледж я тоже без троек закончил. Там учиться, потому что проще. Там особо не напрягает. Вот, и в 9 классе я выбрал этот, как он, на сдачу черчение и географию. Географию я сдал на 5, а черчение, по-моему, на 4. Да, но у нас тут не русский, я румынский, я из Молдовы. Угу. Я на 50% молдаван. Да-да. Отец с Молдавии. А румынский, кстати, красивый язык. Да и молдавский тоже ничего. Тогда, кстати, я вообще не удивлен, потому что то, что у вас есть 4 класс. Ох ты, сколько народу-то, а? Блин, и магия это не так. А тут как раз гнев Посейдона самое то. Нет, тут чисто вышибать придется народ. Они толпой могут взять чисто. Давно ли я играю в игры? Давно. Давно играешь в игры. Я на первый себе комп заработал, ну, примерно в твоем возрасте. Подрабатывал, заработал на комп, но потом у меня был большой очень промежуток, я вообще ни во что не играл. Промежуток, наверное, лет в 10. А потом что-то как-то взялся и все, и не оторвать. Так, поигрываю, короче говоря, в свободное время. Не сказал бы, что я далеко не профессиональный игрок. Играю я в основном плохо. Но местами бывает и неплохо. Не знаю, типа если Dark Souls прошел, 1, 3 и Elden Ring, это считается хорошим игроком или нет? Ну, типа уровень скилла. Хер его знает. Путаны я вот вообще редко играл. Путаны я, блядь, еще хуже играю, чем во все остальное. По идее шутеров, ну, раньше я проходил шутеры типа Биошока, там, что-то в этом роде. А сейчас, за последнее время, что-то шутеров, которые я прошел, можно просто по пальцам пересчитать. Нет, я не был в Молдавии. Наркоз С2. Ты был в Молдавии. Получается, по линии отца у меня там родственники живут. Бабушка, может, какие-нибудь сестры там двоюродные. Ни разу не был. Не доводилось. Я сам с севера. Север России, естественно. Мурманская область. Короче, недалеко от Финляндии мы живем. Но и в Финляндии я тоже не был. Особо не выездной, короче говоря. Ты как сам давно играешь в игры? Вообще, играешь ли? Даже, наверное, так удобнее спросить.
Во что играешь? Вкусы у всех разные, кстати. Вообще. Абсолютно разные. Как в России живется? Да, если бы было с чем В сравнивать, России живется. ну, я ничего не могу сказать, как бы, если было бы с чем сравнивать, я бы, может быть, сказал, где-то там, вот здесь вот в этом аспекте лучше, а вот в этом аспекте хуже, вот в этой стране лучше, вот в этой хуже. Ну, я не могу судить, потому что я не жил в других странах. Если так объективно сравнивать, во всех в жизни в других странах, как бы, я считаю, есть разные моменты, где-то лучше, где-то хуже. Это, по-моему, не существует таких стран, как бы, где вообще все плохо, либо вообще все хорошо. Всегда есть минусы и плюсы. Наверное, это объективно нельзя сказать. Все от человека еще зависит. В CSGO нет, не пробовал играть. У меня товарищ играет. Narcos 2. Пробовал играть в CSGO. У меня товарищ играет в Counter-Strike. Ему нравится, а я что-то посмотрел как-то, я не знаю, не заходит. Иногда бывало, посматривал соревнования, как люди там рубятся просто. Вообще лютая штука. Я там вообще ничего не понимаю, что происходит. Там просто, блин, чел там еле-еле на миллиметр из угла вылезает, все, хедшот. Ну, блин, это смотрится классно, но столько времени я не могу уделить игре, чтобы вот такого уровня скилла добиться. Это просто надо десятилетиями, наверное, играть. Я столько просто за одной игрой не могу высидеть. Я любитель разные игры сразу же проходить там. Желательно, ну, не очень длинные. Ну, типа, знаешь, вот RDR для меня уже длинная игра. Вот RDR 2 я тут на канале, допустим, проходил. Elden Ring для меня тоже длинная игра. То есть, если я в игре больше 150 часов нахожусь, я уже устаю от нее. Я такой. Вот для меня самое нормальное прохождение игры где-то от 12 часов, ну, до 40 максимум. Потом она у меня уже вот здесь сидит, как бы я устаю, хочется во что-то другое поиграть. Просто хотя бы, знаешь, элементарно сменить геймплей, типа управление, ну, такое. Есть, конечно, вариант просто, знаешь, играть, типа вот 30 часов играешь в какую-нибудь игру, потом на 5 часов посидеть в какой-нибудь другой игре, отдохнуть и вернуться к предыдущей. Но нет, вряд ли. Не любить. Лучше. Тем более есть столько замечательных игр, которые хотелось бы пройти. Вот типа вот God of War 1 я никогда не играл, вот решил пройти. Я вот эти вот моменты упустил, скажем так. Какой ПК? Ryzen 7. Narcos 2. А у тебя какой ПК? Какие характеристики? Ryzen 7, видюха 2060 супер. Оперативы 32 гига. Ну, остальное это все, в принципе. Основное я тебе сказал. Обычно вот по этим параметрам интересуется, сколько оперативы, видюха, да, какой прос. Типа того. Но мне повезло как раз до подорожания цен собрать комп. Мне он обошелся, как раз вот я в тютельку его купил, и сразу же цены взлетели буквально через 2-3 месяца. Он мне обошелся где-то, ну, почти 80. Вот, а потом цены взлетели. Сейчас, в принципе, такой же можно собрать, по-моему, уже где-то за 120, за 150, наверное, точно. Цены, да, в России такое дело. И игры не купить, и цены везде, блин, выросли. Сейчас вообще толба. Знаешь, я вот эту, карту захвата заказал, чтобы сегодня выходил. 30-го придет. Карту захвата заказал, чтобы пользоваться консолями, как бы разгрузить прос, как бы, и пройти игры, которые хотелось бы пройти, типа, которые с симуляторами плохо дружат, типа Gears of War 3, God of War 3, опять же.
Что еще? Да там есть, короче, и Bloodborne тот же самый. Когда он выйдет на ПК, неизвестно же. Вот. Короче говоря, карта захвата. Вот она обошлась мне 15 тысяч. 14 899, если быть точно. Вот такие примерно ценники. Но и она, естественно, не из дешевых сегментов. Я взял типа среднячок такой. Вот среднячок обошелся 15 косарей. Такие дела. 2 года я стримлю. Где-то, да, 2 года. В сентябре будет, по-моему, 3-й пойдет. 3-й год. Давно стримишь? 3-й год пойдет в сентябре. Вот так. Ну, делаю это чисто для удовольствия. Не, знаешь, такого фанатичного, типа, я хочу там по 12 часов стримить, чтобы набрать много аудитории, чтобы мне донатили. Есть такие пассажиры, кстати, которые чисто за донат, знаешь, работают. Так, чисто в свое удовольствие. В свободное от работы, скажем так, время посидел, поиграл. 3 часов, 3,5 часов мне достаточно. Когда-то каждый день стримлю, когда-то через день. Короче, как получается. Такие дела. Есть же такие штуки, как личная жизнь и все такое. Семья, дети. Так, а что от меня требуется? Какие-то камни. Так, ну давай покрутим. Главное, этот диск внутри комнаты вращается, но ничего не происходит. Так, окей. Я думаю, что с торца какого-то камня что-то будет. Либо их надо составить как-то. Не совсем понимаю, что от меня хотят. Может, туда надо запрыгнуть? Слушай, ну если поворот камеры есть... Походу мне он туда надо, вообще наверх. А чё они тогда голову морочат? Какую-то крутилку дали. Камней понатыкали, бесполезно. Странно. Так, а вот этот камень... Я тоже его могу пользоваться. И если эту букву Т развернуть вот так, то она вроде вот сюда зайдет неплохо. Подожди. Я, походу, не вижу картину в целом. Так. Блять. Ну так, ты блин. В 2007 году я точно могу сказать, что делали игры с отвратительной камерой и очень неудобные отсюда. Вот ты не видишь, куда ты приземляешься. Не помню, в каком году, когда сделали на Nintendo 64 червяка Джима,
Он поэтому и прогорел, этот проект. Потому что они попытались в платформер запихнуть вот эту вот механику. В 3D платформер. То есть они сделали 3D и потом сделали из него платформер. И он оказался очень хреновым, и потому что ты не видишь, куда ты приземляешься. Так, окей. Наконец-то. С 50-й попытки я все-таки попал сюда. Киллов пока хватает, поэтому мы манны возьмем. А сколько орбов-то? Бля. Я поторопился. Заболтался, короче, и отхилился. Ну ладно. Так, давай очнемся. Во что я вкладывался? Ну давай, наверное, так, да? Посейдон так Посейдон. Я почти половину прокачал. Так, ну мне причем не сюда. Куда тогда? То, что камень буквой Т, он явно, его крутить надо. Но зачем тогда мне другие камни? Может, рисунок какой-то собрать из них? Вроде есть какие-то силуэты на них. Правильно? Если бы четко понимать, что от меня хотят, ну типа, соверши головоломку, знаешь. Забегаешь в комнату, а что делать? Что хочу? Что вам надо? Так, ну давай букву Т, короче, мы повернем и прямо сюда поставим. Раз уж так вот, эта ячейка и очевидно тут находится. Да, я не помню, я книгу почитал. Что там написано? Твой путь разбит, как и мое сердце. Исцели мою душу, откроется путь. Сердце, говорит, разбито. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Возможно. Я должен собрать рисунок в форме сердца. Вот так. Вот, хватай. Я надеюсь, что вот эти вот углубления в камнях, они о чем-то должны мне сказать. Потому что с другой стороны камни-то гладкие. Стоит. Ну, плюс-минус. Сюда у нас подойдет по высоте. Да, вот этот камень. Когда еще буду стримить, ну, посмотрим. Наркоз С2. Ладно, мне пора, если что, я еще зайду, а когда ты еще будешь стримить? Короче, сегодня я буду до 9:30, а может быть завтра. Послезавтра у меня летсплейный видос выходит. Может быть послезавтра. Просто возьми колокольчик себе, поставь, тебе будет уведомление приходить. Так проще. Заходи, буду рад видеть. Что-то рисунка не получается. Давай еще покрутим камень. Блин, ну я надеюсь, что я правильно сидел.
Спасибо, спасибо. Наркоз С2. Хорошо, тогда зайду. Удачи в прохождении. Спасибо, она пригодится тут. Чё он собрал тут какую-то херню? Блин, давай еще покрутим камень. Рисунок странный. Так у нас нет. С этого ракурса тоже нет. Блин, ну самое близкое это, по-моему, вот этот рисунок. Это единственное, что вижу. Ладно, давай сложим пока из очевидных деталей. Я, может быть, даже вот этот еще неверно поставил. Я хер его знает. Так, подожди. У нас же это, да, тоже двигается. Ну да. Надеюсь, он подойдет. Ну, это только так ставить, кстати. Он больше никак не подойдет. Какая-то херня получается. Вот явно кубика не хватает. Не врубает, чем ничего я делаю. И чё? Это залипуха получилась. Это что надо было возле стенки все ставить, да? Ну точно. Так. Тогда вообще, по-моему, все меняется. Нужно тетрис собрать. Именно этого они хотят. Подожди, я что-то вообще запутался. Так еще и другой камень же вращается. Вот этот тоже вращается. А я его за основу взял. Ля. А он подойдет вообще? Не знаю. Короче, либо справа налево, либо слева направо надо ставить. Плюс еще подумать, как их покрутить. Так, ну так оно явно не подойдет. А вот так вполне. Слушай, ну интересная головоломка. Причем вот этот кусок, он будет справа.
Слева точно. Где? Блин, я не вижу, камней много. Так, этот, ну, в сторону. Получается, маленький кубик мы сейчас поставим вот сюда. Так. По идее, из этого должен какой-то рисунок получиться, либо просто это достаточно собрать. Я не знаю, важно ли вот эти вот фигуры крутить, чтобы получить какой-то рисунок. А он подходит. Допустим. Так, но сюда только буква Т подойдет. Не знаю, важен ли узор. Это прям вопрос номер один сейчас. Собрать Тетрисом-то это фигня, как бы в Тетрис, по-моему, все играли. Игра Баженова, как бы это на века. Так. Деталька-то не достает. А, подожди. Эта штука никак не ниже не становится. Нет. Походу пересобирать придется. Не подходит. Подожди, ну тогда вот этот, та, которая слева, первая деталь, она туда не лезет. А может, тут палку надо ставить? Хоть бы объясняли, типа... Вот эта фигура, все, точно подошла, она встала на место, ее не трогайте. Давай, вот это крутим. Я попробую ее перевернуть. Так, это убираем. А эту поворачиваем. Какое интересно количество тут комбинаций.
А что, беспокойство, что рисунок общий не получается? Если он должен вообще тут быть. Нет. Не то. Если бы вот эту штуку поставить на кубик, тогда бы она подошла. Так, ну палка у нас должна стоять либо слева, либо справа. Большая самая. Иначе она никуда не подходит. Дальше. Из этих вот фигурок надо собрать картину общую, да? Значит, буква Т и буква Г, они должны быть вместе. Либо с той, либо с другой стороны. Вот эта вот деталька должна стоять. Причем подходит-то она только с этой. Тогда кубик не влезает. Кубик может быть вообще лишним. Типа для отвода глаз. Да, кубик был лишним. Тебя обманывали. Взять ожерелье. А, это только первое. У нас таких ожерелий будет два. Ожерелье Геры. И там, по-моему, ожерелье Артемиды, что ли. С красными глазами, какая баба-то торчала. Где лестница? А где лестница? Ну, в принципе, интересная загадка, не все же время по кнопкам лупить, да, бездумно. В этом плане, конечно, молодцы. Сохраняемся. Давай, наверное, перекур. Перекур, да дальше пойдем за вторым ожерельем. Это как-то сегодня вальяжно, медленная игра идет, так что... Будет еще один стрим по Кратосу. Давайте, сейчас подойду.
Продолжаем. Так, нам показали, что вот здесь, да, у нас упала лестница. Ползем. О. А чё ты не бьешь их? По-любому еще кто-то есть. Я их, по крайней мере, слышу. И явно не сюда. Как-то его по ножульке задевает слегонца. Вон он. Так, либо мне на стенку перепрыгивать. Но здесь у нас ничего, да? Просто тупик. Зачем это сделали тогда? То балкончик один. Нелепый. Давай, ползи. Еще будут? Да, вон они там торчали, ждали меня. Только одного зацепил, лучше направление не менять. Точнее, если двоих зацепил, лупить их по чуть-чуть. Но если мобы появляются, значит верно иду вроде. Ну, походу в обход, да, это дело? Слушай, нет, не сюда. Давай. Мне вверх и налево. Еще какой-то сундук. А как до него добраться? Там стена мешает. Ну ладно, не возьмем, так не возьмем. Я думаю, ничего страшного я не увидел. По-моему, это во всех частях, кстати, была механика, то, что ты ползешь по стене и лупишь моба. Ну, кроме 4-й. 4-й они прям решили все пересмотреть. Хреново, что за этих товарищей орбов не дают. Прокачка на месте стоит. Так, мне выше, да? Все. Второе перо. Ай, цепляйся ты, ну... Хорошо, хоть неподалеку. Ну, а почему он не цепляется? Это странно. Ну, бери. Давай попробуем их так достать. Я потом перепрыгну, если что. Мобы тупенькие у нас. Вот, а тут он... Вот урод, а. Ай. Короче, забираться, точнее спускаться с этих штук надо без прыжков,
Без всего остального. Просто подошел, он сам слить. Да, мне вниз, вверх, вниз. Все, наконец. Ой, я это место помню, кстати. Там, где я 500 раз переигрывал. Да. Только я не помню, как до него добраться. Интересно, будет какой-то короткий путь? По идее, мне надо все время вниз идти. Тихо, мужики, спокойно. Значит, по-моему, перелезать-то тоже умеет, да? Так, не сюда, не сюда. Наверх и вниз. Если мне показали вот ту дорогу, значит, той дорогой я должен прийти, если идти по первому пути. Сохранение. Давай сюда заходим тогда. Не то. Блин, а как? Может, еще раньше надо? Может, прям выходить надо отсюда? Там какая-то была лестница, вот эта вот. А он туда не залезет. Чтобы заново все это дело не перепроходить. Не знаю, где там будет чекпоинт. Ну, залезай-то. Короче, два варианта. Либо надо ориентироваться по мобам. Вот никак. Тупик. Да, куда же идти тогда? Подожди, а здесь наверх. Все, тупик.
Опа, Степа. Ага, ну да, да. Все верно. Нет, не все верно. Блин, где же это место? Ну давай оденем, да. Может быть, оно еще раньше. Вот оно может быть здесь, потому что место-то очень... Да, оно тут, вот оно. Что там? Магии не хватает. Тут все более-менее похожее просто. Бля, там крутилки идут. Я запутался. Снова придется круги нарезать. Я не знаю, куда идти. Мне показали там, где опустился ящик с веревкой. Но где это место? Я там был, но я не помню, где это. Точнее, какая дорога туда приведет. Может быть, просто тут будет срезка и все? Нет, ничего тут не будет. Где? Где оно? Нет, тоже тупик. Я запутался. Итак, ты возвращаешься к началу. Сундук есть. Ну и что? Как слезть? Давай хоть сундука возьмем. Блин, а может быть правда к этим крутилкам надо идти? Локации настолько одинаковые, что просто путаешься. Здесь я же нигде. Вон туда надо. Походу.
А как туда добраться? Стойно будет, если он сейчас упадет. И все? Еще давай. На конюшню. Я пришел куда надо. Чуть-чуть просто надо было назад еще сдать. А, вот это место. Отсюда ползем наверх. Че ты? Хватайся. О. Как волк из «Ну погоди». Тара-тара-та-тан, та-дам. Тара-тара-та-тан, та-дам. И лифт подъехал. Но он же по-любому где-то тут должен быть, этот лифт. Почему его не видел? Куда же он просто от сырости не взялся, правильно? Потом снова надо будет через эти крутилки ожерелья возвращать теперь красного цвета. Что тут все дохлый? Опа. Тихо. Отсюда шипы будут вылезать. Так, давай осмотрим комнату, потом рычаги дергать. Вон тут сколько народу подохло. Надо типа до сюда ящик дотащить, да? Ну да, примерно высота как раз ящика на прыжок. Давай пробуем. Надеюсь, врагов не будет. Стоим. Но времени достаточно, кстати. По звуку, короче, ориентироваться. Ага, и ты покойник. Понял? Тоже мне чекпоинт. Ну, как сказать, достаточно. Времени, скорее всего, впритык. Да, ну, чтоб ты такие вот вещи не допускал. А, как нагнетает шум. Давай быстрее, лысый. Хана лысого. Да. Situation. Ай, блин, ну чуть-чуть.
Либо тут пинать этот ящик надо успеть. Либо прям топить. Очень быстро как-то надо это все делать. Уже пару секунд потерял. Кстати, надо потренироваться, может оно упадет. Так, а так, да, мне времени не хватит, чуть-чуть. Давай, лысый. О. Последнюю секунду за какой-то краешек там, я не знаю, я зацепился просто, но мне реально повезло. Сейчас бы не сдохнуть. Вот честно. А вот вторая же Елена. Второе, по-моему, попроще досталось. Кикбоксер. Ачивка. Причем тут кикбоксер, я так и не понял. Некоторые ачивки просто загадочно называются. Да нет, ничего у нас. Нет. Это постоянно крякает, кашляет, хрен поймешь. Нет, я сохранюсь. Неизвестно, когда там у нас чекпоинты следующие. Так, а что вот это вот за лифт такой приехал? Куда он ведет? Да не, мне явно не сюда. Хотя... Ну-ка, иди. Расточительно расходую магию. Так делать не стоит. Блин, ну тут народу очень много. Да, блядь. Не дают комбить. Да, тебя сбивают комбо постоянно. Я не совсем понимаю, куда я пришел. Не попал, чувак. А теперь попал. А всегда по трое теперь будет. Вот, суки. Ну ладно, в принципе, сохранение было не так давно. Мне кажется, либо это короткий путь, либо просто я тороплю события и пошел куда-то рано.
ожерелье надо повесить. А мне почему-то сюда разрешает идти. Блядь, ну ты ж подыхал. Ладно, комнату зачистил и хорошо. Жизни осталось ни хера просто. Что за дела? Почему у меня враги появляются? Так. Короче, давай сначала к ожерелью. Блин, мне это хочется проверить. А тут как раз чемодан. Если я... Ах, суки рваные. Походу тупиковая комната. Что тебе белая? Просто на волоске. Блять, еще появляются. Они все лезут и лезут просто. Где чекпоинт? Понятно. Нет, нет. Я сюда не пойду пока. Давай с ожерельем тогда вопрос решим. А то они тут, по-моему, никогда не кончатся. Там слишком много народу. Так. Отсюда. Вот сюда. Тебе дают ожерелье и дают дорогу еще одну. Зачем так? Для чего? Возможно, куда я до этого шел, это была тупиковая комната. И там типа нечего делать. Кроме как получить сундук и повалить мобов. На сюжетной вешать явно надо ожерелье. Какая-то нелинейность началась. Так, отсюда. Все, вешаем. Надеть. И сундучок мне показали. Ага. Это у нас на время еще, да, все крутится. Чтоб ты не расслаблялся. Так, стой. Давай. Не хватило. Он руками должен повиснуть прям, да, на конце. Что ж. Не долетает. Я не знаю, может быть, надо что-то в той комнате решить.
Либо просто я криворукий. Он мимо пролетел. Серьезно, он даже в текстуру не уперся. Да нет, подожди ты. О! Зацеп. Зачем я сюда пришел? Ну не ради же 2 сундуков, правильно? Сюжетно. Путь перед Кратосом был чист, но тем не менее воспоминания возвращались. Такие знакомые и вечные, как мечи, прижженные к его запястью. Воспоминания о том, что он сделал во имя Ареса. Воспоминания о том, как он стал слугой бога войны. Животное. В нем не осталось ничего человеческого. Он желал только одного — убивать. Никто не был в безопасности. Все армии пали перед Кратосом и его солдатами, которые следовали за ним лишь для того, чтобы завоевания не останавливались. Все во имя их повелителя. От того, кто пытался сопротивляться, быстро избавлялись. Они построили этот храм, чтобы вознести молитву Афине. Вся эта деревня создана как оскорбление лорду Аресу. Сожгите эту деревню, сожгите ее до основания. Тихо какой. Ободренная богом войны, армия Кратоса была безжалостна. Во всем мире их боялись за эту жестокость. Все, что имело значение, было завоевано во имя Кратоса, их великого лидера, который стал непобедимым. Он ничего не боялся. Но кое-что об этом храме, кое-что он забыл. Все его инстинкты говорили ему, что он никогда не должен пересекать храм, никогда не заходить внутрь. Будь осторожен, Кратос. В храме больше опасностей, чем ты думаешь. Но предупреждение деревенского оракула кануло в небытие. Его планы не отменялись. Все, кто выступит против него, должны умереть. Кто бы сомневался. Ярость, тщеславие. Когда он упивался величием, величие обратилось в ужас. Образы 2 его последних жертв остались с ним на всю его жизнь. После того, что он сделал, Кратос знал, что он больше не сможет служить своему повелителю. Теперь он желал только одного — смерти Ареса. Он хочет убить бога войны. Арес, ты должен умереть за то, что ты сделал этой ночью. Но это не совсем Арес-то сделал. Он же сам начал людей убивать. В чем дело? Что за предъявы? Он Кратос всех перемочил, потому что у него бзик зашел. То, что он типа круче всех. А на Ареса потом предъявляет. Арес ему по сути жизнь спас и сил дал. Клинки он подарил, пожалуйста, пользуйся. А ну... Ай-яй-яй. По крайней мере, по сюжету вроде ничего такого не говорит, что Арес прям заставил его. Но, не знаю. Я, может, уже что-то забыл. Так, вы, ребята, дохнуть-то не хотите? Эй, хватай его. Да хватайте его. Он просто крутится вокруг него и не берет. Давай.
Рожу-то подразвальцую. Все. Все, бью. Причем на картинке показывается очень медленное прожатие кнопки. Кружок, ну в моем случае это кнопка B. Но по нему надо долбить вообще, что есть дури просто вообще. Не сюда, нет? Да, а зачем завалили проход? Некоторые вещи тут декорации. Не очень успешно. Так, не туда, да? Я забыл. На... О, я там прыгал. Угу. Давай, нажимай кнопку. Лифты куда-то вверх лезем. За Аросом нет Ары в другой стороне. В Афинах, по-моему, он там тусуется. Народ разматывает. Я уже забыл, что он тут делает. Какие-то головы отрывает, куда-то вставляет. Чё к чему? Основной это момент понятен сюжета. Но как они его подают, ты уже забываешь просто. О, да. Опять будем страдать. Наверное, отсюда Хидетака взял для Dark Souls свою эту фишку с кривым управлением и подобными задачками. С пилами, с решетками, с прыжками. Это еще на время, да, надо сделать? Да. Пробный забей. Нажимаем кнопку и сразу бежать. Причем надо где-то еще нажать вторую кнопку. Все это дело напоминает мне, как это, фрог, по-моему, или что-то такое. На MS-DOS было. Лягушку надо перевести через дорогу. Машины ездят, и она там по кувшинкам прыгает, понятно. Я не вижу, где вторая кнопка. По времени в обрез. Да. Кнопки явно надо две нажать, потому что у нас полностью дверь не открывается. Там решетка еще одна. Вот это вот ты внешне убираешь, а еще же есть еще одна решетка. Тихо. Да. Нажимаешь назад, он падает вперед. Ненавижу, блядь, платформер флешер, когда вкручивают. Это вообще не в тему. Эти элементы платформинга есть во всех слэшерах. Да, и ты не успеваешь ровно сюда.
Стой. Мы это статуей прижмем. Вторую кнопку, правильно? Вернуться придется. Я на разряд, да, этим занимаюсь сейчас, только время трачу. Что это такое? Да никак. Ладно, гробики, эти бочки я потом разобью. Я сейчас еще, наверное, сдохну раз 50. Хотя назад можно уже особо не торопиться. Постоянно тут, когда что-то ты делаешь на время, тебе этого времени дают очень мало. Я не буду нажимать, не вижу смысла. Че, надо как-то в тайминг угадать. Более-менее подходящий. Ты должен и в одну, и в другую сторону идеально пройти. Но когда ты второй раз пойдешь, надо учитывать время. Гениально, блядь. Я проходил третью часть, я проходил четвертую часть. По-моему, вот эта часть, по-моему, самая сложная. Я не ту кнопочку нажал. Все нормально. Бочки, херочки, это все потом я уже разобью тогда. Бля, ну назад как отвратительно прыгать. Так же, как и бегать, блядь. Как-то очень быстро это надо все пройти будет. Не успел, иди назад. А назад это полная херня. Ты вперед-то с трудом видишь, когда он приземлится, а тут еще и назад вообще надо рассчитать прыжок. С учетом крутящихся пил. Падла. Статуэткой бы второй придавить кнопочку. Так.
это вот что с тобой будет, если ты поторопишься. Вперед, когда бежишь с нажатой кнопкой. О, кстати, он за бордюры цепляется. Ну, то есть за уступы цепляется, да? Этот момент, короче говоря, ничуть не лучше, чем с этими с жердочками, когда я в начале стрима бегал. По-моему, лучше бы брали загадками в таких играх. Что-нибудь покрутить, пособирать там, я не знаю, пазлы там. Ну вот это вот, когда ты начинаешь платформить с корявым управлением. Вот что мешало сейчас просто взять и камеру повернуть, чтобы он просто спиной был. Нет, ты должен страдать. Бесит. Я что, сейчас недостаточно нажал прямо или что? Вперед. О, блять. Да ёб твою мать, ну чё за хуйня? Он теперь даже до середины, блядь, не добегает. Ну, вот что за жопа, а, какая-то. Потому что я, наверное, тороплюсь. Вот и все. Блин, а как тогда учиться тоже быстро перебегать? Там же кнопка закроется и все. Я сейчас не торопился, немножко выждал момент. И нормально добежал. Но там-то это дело пойдет на время. Вот серьезно, большинство бесполезных смертей можно было бы избежать, если... Блять. Если бы этот лысый мудак просто за спиной у него камеру зафиксируете и все. Это вот еще на PS1, когда повелось с Крэшем дела. Когда он начал бежать на камеру. А за ним кто-нибудь гонится. Я думаю, это с Крэша пошло. Сложность в неудобстве. Причем, походу, этот момент можно только выждав, да, чуть-чуть пройти. Выждав на середине.
Короче, сегодня погода, походу, нелетная у меня. Ничего не получается. Блять. Как же бесит эта херня, а? Да пошел ты нахуй. Со своей сложностью, блядь. Блять, какое-то же это уебанство, просто нахуй назад прыгать, блять. По этим еще платформам, которые крутятся, блять, все. Да чего всратая херня просто. mr.тостер. Тут. Здорово. Ёбаный лысый урод, блять, как он достал? Ну, он мне уже сначала, блядь, стрима все мозги повыебал. Сначала с жердочками, а теперь, блядь, с этими платформами. Сука, блядь. Нахуя флеш-платформер лепить, уебаный, блядь. Сука, когда вперед идешь, это корявое говно. Когда ты идешь назад, это еще более корявое говно. Хидетака, блядь, так не издевался, по-моему. mr.тостер. Не торопись. Там придется. Там нужно вторую, блядь, кнопочку нажать. И потом бежать, нахуй, сломя голову. Не получилось? Пошел нахуй заново. Эту статую ты ставишь на одну кнопку, она открывает одну половину решетки. Потом надо вернуться назад, что у меня еще ни разу, блядь, не получалось. И пройди это говно еще раз. Теперь уже прыгай вперед. Блядь, Уебанство в том, что ты не можешь рассчитать точно прыжок. Потому что ты, блядь, в душе не ебешь. Где это будет платформа ебаная. И куда этот лысый придурок, нахуй, приземлится вообще. Сука. Что мешало им в этот момент просто взять и когда ты идешь назад, зафиксировать у этого уебка камеру за спиной. Все. Уебки, блядь. Хуй с ним с пилами, хуй с ним, что они тут крутятся, эти платформы ебучие. Просто, блядь, зафиксируйте камеру за спиной. Тени то не увидишь, потому что ты на опережение прыгаешь. Ты должен прыгать на опережение, потому что пока приземляется Кратос, у тебя подъезжает платформа. У тебя тени под тобой нет. Когда ты видишь тени, это уже поздно, считай. Ты ёбнешься рядышком, нахуй. Прыгать надо на опережение. Это когда я вот здесь стою, я тень вижу, куда я приземляюсь. Сейчас вот обрати внимание. Я только в самый последний момент вижу тень.
На платформу уезжает. Я сейчас чудом, блядь, зацепился просто. Вот эта платформа быстрее всех. Я в начале стрима минут 40 сидел, блядь. Когда по жердочкам надо было через крутилки пройти. Сейчас все здесь то же самая история. Это уже нахуй не слышишь? Это какой-то Марио, блядь. Да и в Макре не было такой хуйни. Тебе не ебали мозги с этими платформами. Да, там было моментами, Данте надо было попрыгать. Неро там рукой позацепляться, но не вот это вот, блядь, говно. С пилами, хуилами, вот это вот говно, блядь, пиздец. Здесь во второй части ты парашу просто вынесут нахуй из-за интересных идей. Лысый Марик. На, итальяшка, блядь, полосатый. Бледнолицый полосатый итальяшка. Сучий, блядь, потрох, вот я что могу сказать. Да ебись ты, колотись, сука. Пизда, это пизда. Потом надо будет еще нажать на вот эту кнопку нахуй и еще быстрее это дело пройти. Пока у тебя на время не закрылась решетка. Я назад-то не могу вернуться, блядь. О чем там говорить? Я хуй знаю, может быть, надо типа с этой проблемой переспать. Ну, в смысле, не трахнуть эту проблему, а просто, блядь, более подходящее настроение, я не знаю, блядь, это пиздец. Ладно, я еще сколько? Минут 10? Приреку. Да, был недавно, сейчас уже надо заканчивать. mr.тост. Перекур. Посмотрим, как завтра. Если будет нормально себя чувствовать, завтра продолжим. Я думал, что я уже сегодня закончу. Нихуя. Вот начинаются вот эти платформинги, и я, блядь, отстываю просто. Это говно, если будет по 40 минут занимать, то я, блядь, 10 стримов буду проходить эту хуйню. Просто вот каждая комната с платформингом занимает дохуя времени. Потому что этот лысый уебан. Ну, я сегодня поспал, блядь, 2 часа. В смысле чувствует приболел? Не приболел, я поспал 2 часа. Не знаю, может быть, с реакцией что-то. Раздражитель. Надо, наверное, солодовые ромашки попить. Компресс надо делать себе пивной какой-нибудь. Порелаксировать маленько, да пройти это говно. Ну, пройти завтра. Сегодня релакс. Не знаю. Ну, пока он еще есть, минут 15. Бля. Ну да, может быть. Ясен фиг, ты спишь фактически получается. Может быть. Я карту захвата заказал. 30, блять, 30-го придет. Психанул, короче, и заказал.
Потому что у нас некоторые игры, короче говоря, которые надо пройти, ну, чисто для полноты картины, они очень херово эмулируются. Плохо эмулируется God of War 3. Ну, в принципе, сейчас-то уже нормально, наверное. Но вот с гирзой проблема. Ну, тут еще Bloodborne можно полобать. Да. У меня не получается что-то пока накопить. Я не вытерпел. mr.tost. Я так и понял, что не вытерпел. А то я так буду очень долго еще копить. Лучше по факту рассчитаюсь. Потому что, блин, только-только поднакопишь бабла, херак, надо что-то еще покупать и так далее. Типа велосипедов детских, блядь. Так. Да ёб твою мать. А ты там что, как, с работы пришел или что? Я так понял, что у нас и это какое, и на комбинате, и на мойке работаешь? Два в одном? Я, короче, последний раз пробую. Пизду. Ну, этого лысого утырка нахуй сегодня. Пускай отдыхает. Сегодня он, походу, не жилец. То пизды получит, то в ямку бухнется. Ему бы чуть-чуть скорости побольше. Тогда не было бы проблем с загадками на время. Он медленно тащит, медленно бегает. Тебе времени хватает ровно, вот, чтобы выполнить то или иное задание. Прям в секунду. Последнее. Сколько я заметил. Прям в последнюю секунду ты все выполняешь. Адреналин, наверное, решили разравать. Поддерживать. Нет, сегодня, короче говоря, не день этого урода лысого. Блин, это жопа какая-то. Я устал, короче, умирать. Ладно, будем заканчивать на сегодня. Что-то как-то вообще надо отдохнуть как следует, чтобы нормально получалось. Не знаю. Завтра, если будет возможность и настроение подходящее, я продолжу. Ну, поэтому сегодня всем спасибо за просмотр. Да, наверное. Покемарить. Отдохнуть. mr.toaster. Спать ложись. Будет нормас.
Надо. Покемарить побольше, поспать, отдохнуть и потом попробовать эту сволочь пройти. Но не бывает же такого, что хиды такое некоторые игры проходил, а тут вот это вот, да я не верю. Ну вот серьезно, не поверю. Потому что я на этой херне так застряну, что буду несколько часов там сидеть. Ладно, посмотрим. Всем спасибо за просмотр, лайки и комменты. Все знают. Давайте, удачи, пока.